Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. На неделе моды в Париже, где каждый именитый бренд стремится выделиться в суматошном марафоне показов, презентация коллекции дома Dior весна-лето 2024 незамеченной точно не осталась. Новое модное творение креативного директора Марии Грации Кюри можно вкратце озвучить в 3 словах: колдовство, женственность, мятеж. Линейка образов на теплый сезон стала еще одним смелым размышлением автора о моде и женской силе. Начну обзор с потрясающей сценографии шоу под кратким названием «Не она». Автором видеоинсталляции стала итальянская художница Елена Беллатонни. На огромных экранах, размещенных по периметру помещения, зритель увидел плакаты и лозунги, выполненные в стиле винтажной рекламы. Арт-серия содержала 24 феминистских послания-манифеста, через которые Кюри транслирует свое видение роли женщины в обществе. «Я не только мама, дочь и жена, я женщина». Так говорили баннеры нового шоу «Дома Dior». Как объяснила дизайнер, мы решили обратиться к набору стереотипов и позволить изображениям рассказать, какие представления бытуют у нас до сих пор. А в индустрии моды их предостаточно. Помимо заявлений на экране «Я не кукла, в меня нельзя играть», некой иронией на мир Барби выступили общая подсветка и подиум, окрашенные в яркую фуксию и желтый. На этом фоне контрастные черные наряды, явно отсылающие к парижскому неогранжу, выглядели особенно впечатляюще. И, конечно, во всем этом было много мистики и колдовства, внутренней силы и уверенности главной героини бренда. Модели выходили на фэшн-сцену в перехваченных в талии жакетах-бар, в юбках в складку длиной до щиколотки, в кожаных куртках либо в безрукавках в комплекте с полупрозрачным низом, в очень изысканных пальто и платьях на одно плечо. Здесь Кюри использовала отличный прием, раскроив верх одежды так, чтобы он лишь слегка, а не вульгарно, не спадал с одного плеча. Не менее обворожительны в модном гардеробе под маркой Dior ажурные кружевные наряды как в загадочном черном, так и в очаровательном светлом тоне, а также тонкий трикотаж с легким налетом изношенности и традиционная для бренда сетка. При просмотре коллекции рекомендую обратить внимание, друзья, на простую рубашку. В новой линейке Мария Грация Кюри львиную долю образов построила вокруг этого предмета гардероба. Одни модели шли по подиуму в кокетливых сорочках с воротником стойка, другие – в платьях-рубашках, а третьи – в хитроумно перекрученных вариантах. Ничего лишнего. Объединяли их цветовая гамма. Рубашки были либо черными, либо белыми, и акцент на длинный рукав с широким манжетом. Пару слов скажу о джинсовой одежде. Мне всегда нравились темно-синие джинсы Dior, но сегодня такой любви не случилось. Нет, не мое. Уж слишком модель напоминает рабочую застиранную спецовку. Зато большущий лайк дизайнеру за светлый вываренный деним оттенка беж и экрю с характерными темными подпалинами. В коллекции немало отсылок к экзотерике, что неудивительно, ведь известно, основатель бренда был увлечен мистикой и во всем важным вопросам советовался с личной гадалкой, поэтому мотивы всякого рода таинственных обрядов уже часть ДНК именитого дома. Особенно заметно это проявилось в кружевных узорах и принтах, где беззаботный цветочный узор стал сумрачным и пугающим. При дальнейшем просмотре, друзья, вы увидите в рисунках по ткани на платьях, юбках, пальто таинственные символы солнца в языческом стиле. А еще целебные травы, идеально подходящие для приготовления волшебного отвара, и старинную карту Парижа. Стильные образы дополняет не менее эффектная обувь. Украшенные жемчугом туфли с многочисленными ремешками, необычной конструкции балетки с широкой тесьмой вокруг щиколотки, тяжелые грубые ботинки с остальными элементами. Приятного вам просмотра, мои дорогие зрители! С интересом жду обсуждения новой линейки Dior в комментариях. От души спасибо за лайк и подписку на канал. Всем красоты, хорошего дня, позитива и теплого, солнечного настроения!